Приветствую! Сегодня у нас тест одной из таких многопользовательских карточек. Не уверен, что могу сразу две разобрать в одном видео. Наверное, видео слишком длинное будет. Поэтому попробуем одну из них. Я думаю, наверное, попробуем с вилкой. Как говорится, не бойся ложки, бойся вилки. Один удар, 4 дырки. А после попробуем в следующем, наверное, видео, что же у нас такое с ножом. Значит, это оставляем. Вытаскиваем наш мини-карт. Так, для начала хотел бы взять, здесь у меня такой маленький приборчик, взять и проверить вообще толщину. То есть это похоже на металл. Интересно, магнитится ли? Да, магнитится. То есть это не чистая нержавейка, если это вообще, можно сказать, нержавейка. Она магнитится, но не так сильно, легенько. Возможно, какие-то свойства нержавейки есть. Так, и теперь попробуем толщину. Значит, где-то, вот, так будет видно, 0,3 миллиметра. 0,3. 0,3, ну, вроде везде 0,3, 0,4, как-то так. Ну, у этого калибра есть погрешность, где-то 0,1 миллиметр, так что вполне нормально. Так, вопрос, как это правильно разобрать. Можно ли, вот скажем так, я получил такую карточку, нахожусь в поле, в лесу или еще где-то. Как мне ее правильно сломать? По идее, это достаточно плотно. Так, по идее, если это металл, я могу вот такими вот действиями, я могу еще и на излом вот так вот. Пошло, то есть немного надо вот так раз-два на излом, и все получается. Так, первый инструмент есть вилка. Тут немного, конечно, задир, но это мы поправим. Ну, скажем так, для достаточно острое, вплоть до того, что можно, наверное, даже привязать к чему-то и использовать как стрелу или как штык. Так, ну, в принципе, достаточно плотно. То есть так легко оно не гнется, вот эта часть. Так что что-то вот так вот покушать можно. Идем дальше. Я знаю, что можно взять плоскогубцы и плоскогубцами это все отломать. Ну, мы же не ищем легких путей. У нас эксперимент, что вот я оказался где-то там, в какой-то местности, где у меня ничего нет. И у меня есть только вот такой маленький наборчик, который у меня лежал в кармане, в кошельке. То есть его можно перенести, положить куда угодно. И действительно, в момент, когда мы окажемся в какой-то непонятной ситуации, как в фильмах снимают, кто-то идет, и вдруг выясняется, что что-то случилось. Так, тут, по идее, как стрела маленькая, можно куда-то привязать, есть дырочки. Если вилку можно как копье даже использовать, то это, наверное, как стрела. Так, дальше что у нас есть? У нас есть вот здесь еще иголки. Так. Есть одна отломалась. Угу. Так. Ну. Сломалась и следующая. Так, достаточно остренькие, кстати, иголки. Ну, давай. О, отломалась. Так, даже вот остались зазубринки, вот здесь видно, есть кусок
металла здесь остался, кусок металла здесь осталось. Ну, найти какой-то камушек, я думаю, приточить, в принципе, получится. Такому наборчику действительно получается, надо положить, например, такой небольшой наждачку. Тогда можно будет какой-то номер, соточка, то есть достаточно крупная. Тогда можно будет каждый инструмент вот таким вот образом обработать. И даже что-то можно будет заточить. Например, ту же иголку. Так, мелкая, конечно. То есть я могу ее... Да, тут немножко дольше придется попилить. Но сейчас не об этом. Я могу, если что, заточить с помощью наждачки. То есть вот такую какую-то наждачку. Маленький кусочек, может не 100-й, 180-й. Было бы неплохо положить. Хорошо, идем дальше. Дальше у нас есть вот такая пуговка. Или пряжка, можно сказать. Так, она только в двух местах, поэтому ее будет несложно открутить. Есть. Так, есть у нас крючки. И тут очень интересно, по крайней мере, я визуально сравнивал со вторым наборчиком. В нем тоже есть крючки, но тут немножко иначе у него, какие-то такие немного другие крючки. Тут мы имеем 3 вида крючков. 2 таких вот крупных, 6 достаточно мелких крючков и 6 вообще малюсеньких крючков. То есть эти крючки вполне подойдут, если это большие для более крупной рыбы, то вот эти мелкие даже для мелкой рыбки будут вполне в тему. Давайте попробуем какой-то мелкий крючок отколупать. О, тут быстро пошло. Так, какой-то вот такой крючок, средненький. Дальше. Так, здесь у нас второй. Да, маленький. Если просто так отломать, потерять, так что надо их отламывать по мере необходимости. Так. И какой-нибудь большой. Так, как их отломать? Вообще с 2 сторон. Да, тут вопрос. Как это сделать, когда вы находитесь непонятно где, и вам это срочно надо. Так, вот таким вот образом. Есть. Ура, получилось. Так, ну у нас есть такой большой крючок. Ну, такой крючок, скажу вам честно, можно... он еще и интересным образом сделан. Кончик крючка, как видно, он еще загнут внутрь. То есть на такой крючок, достаточно большую рыбу можно поймать. Интересно, выдержит ли такой крючок только эту рыбу, какую-то там килограммового карпа. Наверное, он выклюнул. Вот так вот выглядят все 3 крючка. Так, давайте попробуем вообще они, эти крючки, на что-то годны или нет. Так, значит, тут у меня есть брусочек. Есть у меня вот такая нитка. Это такой микрокорд. Типа паракорд, только микро. Сама нитка выдерживает, по-моему, до 45 килограмм. Так что вытащить с помощью нее какого-то 2-килограммовую рыбу, думаю, будет вообще не проблема. Так, сможем ли мы сюда вставить? Тут дырочка достаточно маленькая. Наверное, надо немножко подрезать. Да, вот к этому наборчику, ко всему, мне кажется, было бы очень хорошо подошел вот такой вот маленький наборчик, еще где-то его иметь в кармане и так далее. Значит, что здесь есть? Здесь нитки и здесь ножницы.
мне кажется, хотя бы иметь ножницы вот такого плана, компактные, маленькие, было бы очень кстати. То есть, как видим, это брелок, то есть можно сказать ножницы, хотя бы с ножницы, нитку, леску с собой где-то иметь, или вот такой вот целый наборчик с набором ниток, скрепок и так далее. И хотя бы вот такие ножницы. Скажем так, нитку мы можем хорошо вытащить с нашей одежды для какой-то рыболовли, или леску, возможно, тоже где-то там в одежде будет спрятана, если какая-то супер-пупер крутая одежда. Но ножницы нам какие-то нужны, ножик или ножницы, вот такие маленькие в виде брелка иметь на ключах с собой. Как видим, даже с моими толстыми пальцами я спокойно вставляю. Так, и давайте попробуем. Так, режут хорошо. Да, огонь тоже нужная вещь. Так, нет, толсто получилось. Так, без огня тоже никак. Вот по поводу огня. У меня здесь такое маленькое высекатель огня, малюсенький, это с набора Victorinox лежит. Так что вместе с этим набором, имея и огонь, и все вместе, может быть очень удобно. Возвращаемся к нашему крючку. Так, всунем эту ниточку или нет? Или пробовать более тонкую? Да, для крючков она таки не подойдет. Это, наверное, подойдет спокойно ставить вилку, там или повесить на шею, чтобы не потерять, или еще как-то. И вполне подойдет в эту пуговицу, пряжку, как угодно ее можно назвать. То есть, таким образом можно подвесить. Так, вот эта часть стрелы. Да, и здесь я могу вставить вот такую достаточно толстую нитку без проблем. Хорошо, будем пробовать с более тонкой. Она мне не такая крепкая, но нам сам факт. Значит, давайте сначала... достаточно острый, кстати, крючок. Пока он новенький, я думаю, он будет рыбу засекать хорошо. Так, вот мы продели. Вот у нас крючок. Давайте попробуем, наверное, зацепим его вот так. Я думаю, наверное, не выдержит нитка. Она у меня тут вот так вот. Я завязывать не буду, просто попытаюсь размотать. Попытаюсь посмотреть по поводу нагрузки. Вот мы его цепили. Так. Зацепился. Оп. Да. И улетел. Ну, нитка порвалась. А крючку, по-моему, ничего с ним не случилось. Да, я его так быстро не найду. Ничего страшного, у нас есть другой. Ну, тоже вариант. Где-то сорвался, рыба сорвалась, нитка, леска потерялась, что-то случилось. У нас всегда есть второй крючок. Тоже не проблема. Так, попробуем. Ну, крючок не согнулся вообще, по-моему, было видно. Возьмем самый-самый маленький крючок. Жалко, у меня сейчас лески какой-то хорошей, плотной нету. Вот, прямо под камеру сделать не получилось. Но какая-то тоненькая леска спокойно подойдет. Вот у нас крючок. Опять цепляем за деревяшку. С рукой прикрою, чтобы крючок не улетел. С крючком ничего не случилось. Крючки, я вижу, достаточно крепкие, кстати. Вот что-что. Его даже в бок согнуть. То есть вот так вот в бок согнуть его достаточно сложно. Давайте попробуем на большом крючке.
где-то 0,3-0,4 металл. Получился достаточно крепкий, я вам скажу. То есть даже вот так вот пружинит, в принципе, неплохо. Ну, если не сильно упорствовать, я думаю, крючок для таких вот экстремальных ситуаций подойдет. Большой ловить крупную рыбу, наверное, нет. Если у вас какая-то веревочка, то есть такая легенькая, которая большую нагрузку не выдержит. То есть буквально нитка вот такая вот. То есть какую-то легкую рыбу можно будет подсечь, там пожарить, сварить и так далее. Соответственно, более серьезную рыбу эта нитка уже не выдержит. Так что, думаю, маленькие крючки будут как раз в самую тему для рыбной ловли. И их мы видим здесь у нас по 6 штук каждого. Мелкие и средние. По поводу крупного крючка вполне может быть использован как вариант что-то подцепить куда-то. Повесить, например, на ветку, зацепить за ветку, повесить какие-то вещи на достаточно плотной веревке. Ну вот мой шнур, такой хороший шнур, немного сюда не влазит. Хотя я думаю, если его очень-очень сильно упросить, что там такая бульба оказалась из-за вот этого спаянного, если его очень сильно упросить, то, возможно, даже он и влезет. Хотя для большие крючки действительно хотелось бы дырочку побольше, чтобы можно было больше ставить. Так, с крючками разобрались. В принципе, выглядят неплохо. Достаточно крепкие. Особенно по маленьким крючкам, ну, никаких претензий у меня нет. Действительно, неплохие крючки. И размер крючка, особенно самого маленького, ну, какую-то даже мелкую верховодку вполне можно поймать. Ну, не говорю, что очень малюсенький крючок, но мелкий действительно хороший. Так, дальше по поводу пряжки или пуговицы. Ну, в принципе, нормально видим. Здесь есть и маленькая дырочка, и есть побольше, есть по краям вообще большие дырочки. То есть веревка даже такая просто в легкую проходит через самую большую дырочку, через среднюю дырочку. Понятное дело, через маленькую уже не пройдет. Или пройдет. Нет, она такая же, как на крючке самом большом. Так, и у нас таких пуговичек 2. В принципе, нормально. Куда-то повесить будет хорошо. Так, переходим к такому острой пике. Как по мне, наверное, она очень маленькая. Можно ли сделать, наверное, взять небольшую палку, привязать к палке. Вот у нас есть 2 отверстия. Можно сюда вставить плотную веревку и привязать это к палке. Получить вот такое маленькое копье. Ну, наверное, как копье оно не получится, слишком мелкое. Наверное, больше для стрелы. И у нас такая штука одна. Поэтому, честно говоря, практичность этого элемента непонятна. Так, по поводу нашей вилки. Вилка достаточно мощная. Тут действительно можно привязать к какой-то палке каким-то таким вот образом, намотать к палочке достаточно длинный, большой, и получить такое маленькое копье. Можно там охотиться там на рыбу или попытаться поймать какое-то мелкое животное. Наверное, можно. Можно даже сделать какую-то ловушку, которая именно уколет какое-то животное. И точно так же кушать с помощью этой вилки, думаю, будет вполне нормально. То есть, скажу, вилка, наверное, в тему. Неплохая вещь. Крючки средние и маленькие, классные, с копьем, таким вот маленьким наконечником, не копья, это, конечно, наконечник для стрелы максимум,
Ну такое, разве кто может делать луки, и у кого-то будет одна стрела. Это не несколько, а одна. Так, с пуговицами в принципе нормально, применимо. С иголками вот здесь, конечно, момент. У них есть две дырочки, одна посередине, другая в конце. И, наверное, только для тонкой нитки. Давайте попробуем, что у нас получится. Так, опять, да, на камеру вдевать такую нитку достаточно неудобно. Но у меня, например, в моем наборчике, у меня не получилось сразу надеть. У меня в моем наборчике есть дополнительные возможности. Вот у меня здесь есть и скрепочки и так далее. Есть вот такой вот маленький инструмент, который позволяет облегчить надевание как раз маленькие дырочки. Давайте попробуем. Да, дырочки, они действительно круглые. Если продолговатые были, вот тогда было бы удобнее вот таким вот инструментом пользоваться. Вставил ниточку, на него накинул и вытащил с другой стороны. Здесь получается я так не вытащу, потому что надо нагнуть. Да, что я скажу? Ну, как по мне, давайте попытаемся сделать выводы. Как по мне, наборчик, ну, такое себе. Не сказал бы, что стоит его с собой носить. Как бы крючки, да, прикольные, пуговицы, ну, может быть, вилка вилкой. Это не нож, а это такое вот, типа копье или вилка. Таким образом можем ее использовать. И фактически все. С иголками очень сложно, потому что дырочки, во-первых, круглые, во-вторых, очень маленькие. То есть были бы продолговатые, длинные, как в иголках. Вот. Для примера, обычная иголка, видимо, это с большим ушком. Здесь видно, что длинное такое отверстие в самой иголке. То есть чем это удобно, что я вот таким прибором вставляю, с другой стороны вставляю, цепляю ниточку, здесь крючочек, и вот таким вот образом вытаскиваю. С этими иголками так не получится. Я бы сказал, такие себе иголочки. Не сильно хорошие. Ну и какой делаем вывод по этому набору? Я бы сказал бы, набор никакой. Сам по себе, ну, не интересен. Если его соединить с каким-то другим набором, вероятно, был бы какой-то с него результат и какой-то толк. Сам по себе набор очень слабенький, и надеяться во время выживания или чего-то на этот набор, ну, практически ни о чем. Если у вас есть хотя бы вот такой дополнительный вот наборчик, еще более-менее, потому что у вас есть ножницы, что-то отрезать можно, иголки здесь ни к чему, крючки вменяемые, пуговицы вменяемые, вот это острие типа, ну, ни о чем. Я не знаю даже, как его полноценно использовать. Вилка, ну, вилка еще более-менее. Хотя бы поесть можно, если, конечно, получится что-то поймать. Так что мой вердикт по нему, самовольно только этот набор, ну, иметь смысла нету. Если у вас он плюс дополнительно какой-то другой, возможно. Так что ставим палец вниз этому набору, а для видео ставим, конечно же, палец вверх. Подписываемся. Если есть вопросы, задавайте. В следующих видео рассмотрим следующий набор. И всем удачи!